Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. В этом видео я хотел поделиться своим наблюдением о том, как самостоятельно своими руками можно снять старое хромовое покрытие с деталей отделки кузова автомобиля. Потому что со временем и под действием пескоструя эти детали уже теряют свой внешний вид. Обратите внимание, с правой стороны отражатель противотуманной фары еще хромирован. С левой стороны я уже провел эту обработку и обнаружил, что сама деталька, она имеет идеально гладкую, ровную, глянцевую, черную поверхность. То есть я уже хотел подготовить ее для покраски в будущем или также нанести от хромирования. Чтобы не быть голословным, я вот даже уже прикупил вот такой баллончик хром-эффект зеркального серебра. Ну, не знаю, получилось бы ли точно вот такой же вот заводское хромирование, но, возможно, получилось бы, не знаю, как серебрянка под лак. Ну, в общем, пока я это использовать не буду, потому что сейчас еще и холодно для покраски. И, честно говоря, мне так даже больше понравилось. Вот. Может, я немножко в объективности уже потерял, поэтому вы мне в комментариях напишите, как лучше смотрится, как стало или как было. Конечно, сам бампер огромный. И вот эти вот противотуманные колодцы, они тоже большие. Но противотуманочка сама по себе маленькая. И, вот, честно говоря, наверное, вот эта вот хромированная часть, вот этот отражатель, он и нужен для того, чтобы визуально, все казалось более-менее симметрично. Но если мы эту детальку красим черной краской, или, как я сделал, полностью снимаем хром, то она получается как маленькая лампочка в таком огромном бампере и в такой большой нише для этой противотуманки. Хотя тут, если всматриваться в головную оптику, то вот эта линза основная и противотуманка теперь прям вот симметрично и хорошо, так как-то интересно даже выглядит. Напишите в комментариях, кто как думает. Вот такие вкрапления набираются от всяких камушков, от пескоструя по трассе, и уже внешний вид теряется. Но все равно старое покрытие нужно снимать, даже если его зашкурить как-то и покрасить поверх, то от этих камушков от пескоструя все равно будут появляться вот точки, и тогда получается на черном фоне уже будут серебристые точки, а сейчас на серебристом, вот зеркальном, черные. То есть и так плохо. Но здесь деталька, вот она глянцевая, просто пластиковая, то есть это не краска. Здесь уже облупляться будет нечему. Так что даже более не только эстетичный вариант, но и практичный. Для того, чтобы произвести обработку и полностью снять хром или подготовить к покраске, нам нужно будет снять, демонтировать деталь. Если кто не знает, как это делается, сейчас я покажу. Все, что для этого нужно будет, вот такие вот инструменты для снятия пластиковой обивки. Можно, конечно, это просто все сделать обычной отверткой, просто чтобы ничего не поцарапать. Наверное, обернуть ее, может, в изоленту или какую-нибудь тряпочку, материю. Такая деталь имеет защелки, их 3 штуки. Здесь, здесь и здесь. То есть все, что мы делаем, вот таким крючком поддеваем. Если она не идет с этой стороны, значит поддеваем сверху. Достаточно снять ее всего с одной клипсы, для того, чтобы все остальные тоже отщелкнулись. Не прикладывая излишнего усилия. Вот таким образом мы аккуратно снимаем эту детальку. Кстати, таким образом мы все равно вот этот противотуманный фонарь не сможем демонтировать, потому что вот эти вот крепежи, вот эти вот саморезики, шурупики, они все равно закручиваются с обратной стороны. То есть для этого нужно будет снять колесо, отодвинуть защитный брызговик. Только тогда мы доберемся до противотуманного фонаря, чтобы можно было его либо полностью заменить, либо поменять в нем лампочки. Для того, чтобы снять старый хром, я не буду использовать никакого абразива, никаких шкурок, потому что не хочу повредить саму детальку. Растворитель, так же, как показала практика, не способен снять этот хром. Но для получения идеального результата он нам все же пригодится, но чуть попозже. А использовать я буду смывку для краски. Именно распылителем. То есть мы не можем здесь наносить любую другую смывку для краски, в том числе, которая наносится кистью. Иначе мы рискуем повредить сам пластик. И я всегда рекомендую
Перед тем, как использовать какой-то растворитель или чистящее средство, всегда попробовать его на каком-то маленьком участке, потому что можно полностью испортить деталь, запчасть, тем самым уже купив новую. А новую, я вам хочу сказать, я недавно просматривал, думал, может быть, просто купить новые такие, они не должны быть очень дорогие, потому что, ну что это, кусочек пластика. Новая такая, если заказывать за 22 дня, стоит порядка 5500 рублей. Одна штучка, а их две нужно поменять. Но если заказать ее за 2 дня, ее готовы привезти, на складе в Москве в наличии она есть, она будет стоить под 18 тысяч. Поэтому думайте сами, решайте сами. Какие варианты? Как раз можно было покрасить с баллончика, можно полностью было бы отдать тем, кто занимается хромированием, и заново покроют. Сколько это будет стоить, правда, не знаю. Там я знаю, что они по квадратным сантиметрам считают. Если кто-то знает, напишите в комментарии. Ну, или же можно было просто отдать маляру и покрасить в цвет кузова. То есть у кого, допустим, вот такие, как у меня, темный цвет, может быть, там графитовый и смысла не было бы. А у кого серебристый, представляете, серебристый кузов, серебристые накладки или красный. Вот красный кузов и красные вот такие отражатели. Ну, наверное, прикольно бы смотрелось визуально. Итак, как мы будем наносить эту смывку? Так как написано в инструкции, распылить, оставить там на несколько минут до полного высыхания, нам это не подходит, потому что мы можем полностью испортить нашу запчасть. Любой пластик, он начинает в любом случае проедаться, если длительное время всякие смывки на него действуют. Поэтому мы будем наносить на 10 секунд, не больше. Нанесли, распылили. Как только начинается процесс вспучивания, тут же все вытираем. Для этого нужно будет запастись ветошью, тряпочками заранее. После этого, когда полностью вытерли, можно будет повторить процесс там, где оно полностью еще не снялось. Я неустанно повторяю это каждый раз, но все же, безопасность прежде всего, а мы имеем дело с химией, поэтому не ленитесь использовать средства индивидуальной защиты, одевайте хорошие качественные перчатки, если есть необходимость, одевайте защитные очки, потому что такое средство не должно попадать на кожу рук, это может привести к ожогу и точно не должно попадать вам в глаза. В течение пару минут стряхнем, размешаем и начинаем распыление. Первый слой слез, здесь какой-то лак, вот он накрошился. Как видно, хром уже разжижился и хорошо снимается просто тряпочкой, то есть его стираешь, как какую-то грязь. Ну а теперь уже, когда основная часть хрома снята, осталось только вот здесь вот, в этих фактурных местах, берем растворитель и добиваем все до идеального состояния. Я использую 650. Все, пару минут работы. И вот он, наш результат. Теперь осталось только установить детальку на место. От растворителя детальку я на всякий случай промыл водой и даже натер защитным полиролем для пластика. Устанавливаем обратно.
Готово? Down this place, off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on her tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Вот таким нехитрым способом можно снять старое потрескавшееся хромированное покрытие практически с любой детальки. Главное быть аккуратным с пластиком, потому что любая смывка может при длительном воздействии его повредить и, в принципе, начать растворять. Поэтому придерживайтесь 5, 10, 15 секунд в зависимости от того, насколько хорошо снимается это покрытие. И тут же стирайте. Результатом я доволен, поэтому пишите в комментариях, кому тоже нравится более темный, какой-то внешний вид изменился. В любом случае, надеюсь, информация была полезная. Если вам когда-то понадобится такое, то вы уже будете знать, как это можно сделать. Ну а с вами был Сергей Перетягин. Огромное спасибо за просмотр. Всем удачи, успехов. До новых встреч в эфире и пока.